Миша, ты что, пукнул? Ну а чтобы не стать Мишей, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Каждые 300 лет гигантский древний демон-змея реинкарнирует и овладевает телом одного из членов семьи Кума. Это демоническое проклятие завладевает чьим-то телом, превращая его в самого могущественного повелителя демонов, единственное желание которого уничтожить мир. Наша история начинается с того, что семья Кума делится радостью по поводу новорожденного Тенка. Старшему из них родители говорят, что он стал старшим братом и будет защищать нашего главного героя Сарамару. Семья продолжала расти, и у них появился еще один младший брат. Однако однажды ночью таинственный парень в маске Лиса пробирается в их дом и убивает их родителей. Парень в маске душит Сору, заявляя, что это он виноват в смерти своих родителей. Появляется Тенка, и услышав крики брата, он пытается бороться с парнем. Заметив, что все в опасности и даже его младший брат, Сора берет в руки фамильный меч, чтобы отбиваться. Парень в маске поворачивается к нему и нападает. Тенка пытается оттолкнуть брата, но получает удар мечом противника по спине. Сора начинает плакать, заметив ранение Тенки, но старший брат улыбается ему, говоря, что он должен улыбаться, потому что он всегда будет нести его заботы и тяготы. Парень в маске убегает, и 3 братьям удается остаться в живых. Прошло несколько лет, и братья стали ловить и переправлять преступников в тюрьму Гокумонди. Неотвратимая тюрьма, где преступники были задержаны после того, как устроили буйство из-за нового закона, запрещающего ношение мечей. После той травмирующей ночи Сора мучается воспоминаниями и тренируется, чтобы достичь уровня своего брата, который намного сильнее. Он использует в качестве оружия только веер, чтобы никого не ранить. Прибывают полицейские и просят помощи о поимке сбежавшего преступника. Тенка говорит Соре и Чутаро остаться позади, заставляя Сору чувствовать, что с ним обращаются как с ребенком. Тенка просто не хочет, чтобы его братья подвергались опасности. Он всегда отказывается тренировать Сору, который не знает, что на самом деле он самый сильный из 3 братьев. Сора же просто равняется на Тенку и не признает собственной силы. Когда Тенка уходит, Сора настаивает, чтобы он и Чутаро последовали за ним, чтобы помочь в ситуации. Они оказываются в лесу, где замечают преступника и бегут за ним. Сора вступает в бой и побеждает парня. Чувствуя гордость за себя, что смог справиться с преступником, не нуждаясь в помощи и защите Тенки, он убегает. Но преступник снова просыпается и нападает на Сору сзади, задушив его. Сора теряет сознание, думая, что умирает, но Тенка спасает его. День заканчивается тем, что старший несет младшего брата домой на спине. Сора плачет, чувствуя себя неполноценным и чувствуя, что он не был достаточно силен, чтобы победить даже одного парня, в то время как его брат был достаточно силен. Тенка позволяет ему выплакать всю душу, считая своей обязанностью сделать так, чтобы его братья чувствовали себя лучше и в безопасности любой ценой. На следующий день Сора отправляется к врачу, чтобы обработать раны и получить лекарства. Вернувшись домой, он видит незнакомца по имени Наото, который уговаривает Чутаро пойти с ним в Гокумонди. Сора тут же останавливает Чутаро, притворяясь Тенкой, и посылает его за Сисару, их близкого друга и экономку. Наото нападает на него, и Сора снова и снова получает от Наото по заднице, что заставляет его понять, насколько он слаб против настоящих плохих парней. Он убегает, но Наото следует за ним, обнажая свое оружие с множеством лезвий и пытается заколоть его. Шисару наконец приходит и защищает его. Они сражаются на скорости света, и он избивает Наото до полусмерти. Тот встает и продолжает нападать. Тенка наконец прибывает на место и помогает им. Он сталкивается с Наото лоб в лоб и избивает его, но тот не сдается. Но как только он снова пытается подняться, прибывает отряд Ямайну и расправляется с ним. Дома Сора подслушивает разговор Тенки и Ботана и спрашивает, что такое Орочи, но Тенка, как всегда, отшивает его, потому что хочет защитить его. Сору раздражает, что Тенка обращается с ним как с ребенком. Он обещает стать намного сильнее, чтобы Тенка тоже мог на него положиться. Он возвращается к своим обычным тренировкам. Тенка продолжает быть ответственным братом, каким он и должен быть, и встречается с Ямайну снова. Правительственные войска, цель которых найти демона Орочи и уничтожить его, но ведь когда-то он был частью этой организации вместе со своим отцом, который был ее основателем. На следующий день Сора отправляется в офис Ямайну, чтобы попросить Сосея, командира отряда и бывшего друга Тенки, обучить его, чтобы он стал великим мечником. Но Сосей выгоняет его из-за того, что Тенка предал его, покинув
Ботанов отряд. К нему заходит другой член Ямайну по имени Ланг и предлагает обучить его, если Сора пойдет под прикрытием в Гокумонзо, чтобы найти информацию о заключенных. Сора соглашается и отправляется в тюрьму, переодевшись в парик. Он заходит внутрь под видом заключенного. Он шныряется вокруг и послушивает разговор Наото с кем-то, но его ловят и бросают в комнату. В комнате появляется человек в маске лисы. Это тот самый человек в маске, который убил родителей Соры. Сора душит его, а тот ударяет его об стену и вырубает. Он приходит в себя в клинике после того, как женщина-охранник нашла его без сознания. Она спрашивает о мужчине в палате и хочет заключить союз с Сорой, чтобы получить информацию о нем и отомстить. После возвращения домой Тенка отчитывает его за то, что он подвергает свою жизнь опасности ради Ямайну, который может использовать его. На следующий день Сора отправляется на доклад к Ямайну. Он докладывает Сусею, который сначала не был заинтересован, но когда услышал информацию, он соглашается взять его под свое крыло и обучить. На следующее утро он просыпается после очередного жестокого кошмара и плачет о прошлом и о том, что он слаб. Тем временем Тенка наконец раскрывает секрет Ботану, Ширасу и доктора. Он сосуд Орочи. Сора возвращается домой к плачущему Чутара, а в это время Тенка уже был арестован. Ботан рассказывает, что их старший брат является сосудом Орочи, демона змеи, и он будет казнен до того, как демон полностью овладеет им и начнет бесчинствовать. Сора и Чутара бегут к месту казни, чтобы найти Тенку, которого казнит Хирари. Тенка видит, как его младшие братья сражаются с охранниками, чтобы попасть внутрь, в то время как он разговаривает с Осеем, который хочет узнать правду о его дезертирстве. Они подбегают к нему и плачут, чтобы он не выходил, но Тенка обнимает их и прощается с ними. Он говорит им, чтобы они всегда улыбались, и даже перед лицом трудностей. Появляются все жители города и пытаются остановить казнь, защищая Тенку. Он герой города, он всегда помогал людям и яростно защищал своих младших братьев. Но Тенка, будучи дурачком, говорит им, что надо жить своей жизнью, и идет с высоко поднятой головой до самой своей смерти. Через неделю после смерти Тенки над городом все еще стоят вездесущие тучи, а солнца так и не видно. Сора спрашивает Ширасу, почему состояние города не улучшилось, когда сосуд Орочи был уничтожен, но он сам не знает ответа. Он выходит на улицу и встречает Чутару, который очень опечален смертью своего брата. Он скучает по нему, потому что он надеялся на него как на героя, и Сора утешает его. Он считает, что теперь его обязанность стать сильнее, чтобы защитить своего младшего брата и имя семьи. Он отправляется тренироваться с Осеем, но он не может перестать думать о брате и отвлекается, из-за чего его избивают. Он возвращается домой с чувством поражения и думает о том, чтобы уйти. Он не может просто улыбаться, как Тенка, и не может стать таким же сильным, как раньше. Чутару слышит разговор между Сорой и Ширасу о том, что Тенка был достаточно сильным, чтобы выдержать убийство их родителей, и получил тяжелые ранения, защищая их. Чутара, которому сказали, что их родители умерли от болезни, начинает задаваться вопросом об этом, но как и Тенка, так и Сора не отвечает ему. Младший брат грустно убегает, чувствуя себя чужим, и отправляется на поиски уже мертвого Тенку. В разгар поисков Чутару Сора находит раненую женщину-охранника Нишики и приносит ее домой для лечения. Как обычно, двое полицейских приходят просить помощи у Соры по поводу сбежавшего преступника, заставляя его выйти на поиски, как в старые добрые времена. Но это оказывается не так-то просто. Нишики выходит и пытается помочь, потому что она Фума клан ниндзя, в котором Ширасу был до того, как их стерли с лица земли. Сора говорит ей делать все, что она хочет, и она решает остаться здесь, после успешного задержания преступника. На следующий день Сора решает, что продолжит свои тренировки, даже если не станет таким же сильным, как Тенка, но до тех пор, пока он не сможет защищать своего младшего брата. Чутара встречает Наоту, сбежавшего из Гокумонзо, которая рассказывает ему, что Тенка был убит. Он начинает плакать, наконец поняв правду. Наото пытается убедить и повлиять на Чутару, чтобы тот отомстил людям, убившим его брата, а именно правительству. На следующее утро Сора просыпается от кошмара, в котором его душил Нишики, но он быстро извиняется. Позже появляется Сусей, пришедший навестить его. Он рассказывает ему о том, что на самом деле представляет собой Орочи, ведь он так же, как и Тенка, смог действовать быстро, ведь многие предыдущие сосуды даже не поняли, что в них живет демон-змей, пока не стало слишком поздно. Другой член Ямайну, Такеда, приходит сообщить Сусею, что их товарищ Такимине был жестко атакован прошлой ночью неподалеку. Он начинает обвинять Сора в том, что тот был настолько слаб, что люди могли так легко подвергнуться нападению рядом с его домом. Разбирая свои вещи, Сора находит кровь на своей одежде, которую он не помнит, как он ее получил. На него внезапно нахлынули воспоминания о предыдущей ночи, когда напали на Такимине. Он вспоминает, что был тем, кто напал на него, и понимает, что его брат пожертвовал собой ради него. Затем он узнает, что он и есть настоящий сосуд Орочи. Тем временем Ширасу узнает, что Ботан — это сосуд, который перевоплощается каждые 300 лет,
чтобы запечатать Орочи. Узнав, что она будет мешать воскрешению Орочи, Ширасу закалывает ее. Он рассказывает ей свой план с тех пор, как пришел в святилище Кума, чтобы присматривать за сосудом. Он с самого начала знал, что Тенка будет убит, ведь это был его план. Сора бежит к Сосею, показывает ему следы проклятия на своем теле и просит убить его до того, пока он полностью не превратился. Но Сосей останавливает его и отговаривает. Ниндзя Фума начинает окружать офис Ямайну в поисках своего хозяина Орочи. Отряд отправляется наружу, чтобы дать отпор клану, а Сосей оставляет Сору внутри с Такедой и тоже отправляется сражаться. Но человек в маске из тюрьмы проникает через окно и вырубает Такеду. Он рассказывает, что является братом-близнецом Ширасу и что это не он убил его родителей. Это был Ширасу. Сора с трудом понимает, что происходит, а мужчина пытается напасть на него. Но появляется Ширасу и останавливает своего брата-близнеца от нападения на корабль и их господина. Они склоняются перед Сорой и представляются теми, кто будет служить ему в его разрушениях. Растерявшись от того, что его предал человек, которому он доверял, Сора пытается убежать, но Ширасу останавливает его. Тем временем Чутаро все еще общается с Наото, который советует ему убить несколько женщин, чтобы показать, что он серьезно настроен отомстить за своего брата. Однако Чутаро не может этого сделать. Вдруг группа бандитов окружает женщин, но тут появляется человек в капюшоне, который спасает их, и это оказывается Тенкой. Тенка попадает в плен и просыпается после того, как ему приснился сладкий кошмар о том, как он стал старшим братом для двух мальчиков, которые позже превратятся в Орочи. Выясняется, что Тенка был тяжело ранен, когда Ширасу убил его родителей. Желание защитить своих младших братьев заставило его принять предложение стать подопытным. Ему ввели специальное вещество, сделанное из клеток Орочи. Вещество быстро залечило его раны и слилось с ним, превратив его в искусственный сосуд. Приходит Ботан и говорит ему, что Ширасу предал их, потому что хочет служить тому Орочи, чьим сосудом является Сора. Тенка освобождается от оков и отправляется спасать своих братьев. Тем временем Сора в роли Орочи демонстрирует свою огромную силу, разрушая тюрьму Гакумонзе одним взрывом. Нишики приходит к нему и клянется верности. Она рассказывает ему о мечах-близнецах семьи Кума, которые могут отделить Орочи от его сосуда. Желая спасти Сору от гибели, она берет мечи и убегает с ними, отдав свою верность Соре и своей мести, а не клану Фума. Чутаро наконец спасается от нападавшего на него Наото. Его спасает енот, который может магически увеличиваться в размерах. Они сталкиваются с Нишики, которого преследовал Орочи, но как только он настигает его, появляется Ямайну и перехватывает его. Появляется Ботан и велит Чутаро провести Орочи через туннель под солнцем в Киото, где Орочи сгорит под лучами солнца. Они бегут туда, но попадают в тупик, и Орочи настигает их. Он нападает на Чутаро, но двойные мечи, пропитанные магическими заклинаниями, защищают его и отталкивают Орочи. Верхняя часть туннеля обрушивается, и появляется Тенка, зовущий своих братьев. Солнце попадает на Орочи, обжигает его и заставляет убежать. Тенка гонится за ним, чтобы сразиться. Орочи убегает через крышу туннеля, но его ловит Сосей, который останавливает его с помощью Тенки. Чутаро наносит Орочи удар в живот с двойными мечами, и демонический змей вырывается из тела Соры и поднимается в облака. Сора просыпается, видя, что Тенка жив, и игриво бьет его за то, что он заставил его пройти через ад. Они говорят ему, что он должен победить Орочи, так как он был его сосудом. Они бегут за Орочи. Небо разрезается, и Орочи появляется и начинает разрушать город своей силой. Сора наконец прибывает туда, где находится Орочи, и Ширасу пытается заставить змея убить его. Но Чутаро вместе с Тенкой и Хирари быстро приходят ему на помощь. Появляется брат-близнец Ширасу, хватает Тенку и Сосея и прыгает в пасть Орочи. Сора продолжает бой, потеряв брата во второй раз. Но Тенка снова появляется, и вместе с Ямайну и горожанами они дают отпор врагам в полную силу. Зрелище побуждает Сору выступить против демона-змея. Он обнажает меч Аба и поражает чудовище Орочи, наконец-то осознав, что достиг своей цели – стать сильнее Тенки и суметь защитить своих братьев. С помощью Чутары и Такеды они успешно убивают и запечатывают Орочи навсегда. Небо проясняется и битва заканчивается. Тенка идет поговорить с Сирасу, требуя объяснений, но тот лишь с сожалением смотрит на трех братьев, вспоминая мирное время, которое они провели вместе, как семья. Он прощается с ними и падает с обрыва. А на этом все.